Делаем такой красивый браслет с натуральных камней индийского агата. Для этого берем проволоку 0,6 мм, бусины индийского агата и попробуем много разных бусин и застежек к этому браслету. То есть сделаем этот браслет в нескольких вариантах. Нанизываем первую секцию первого звена, спейсер, бусину и еще один спейсер. Делаем первое звено, делаем первое колечко и закрываем звено полностью. Делаем несколько витков вокруг основной проволоки. Лишний кончик откусываем. Подвигаем нашу бусину и закрываем звено. Бусины нестандартного размера будут смотреться очень эффектно. Лишнюю проволоку обкусываем кусачками. Вот так красиво получается. Делаем второе звено. Обратно спейсер, камень и еще один спейсер. Делаем звено, но не закрываем полностью, а сначала добавляем предыдущее звено. И после этого теперь закрываем. Очень красивые камни, поэтому посмотрим, как получится. Сделаем наилучший вариант. Выберем самый лучший вариант из всех застежек и всех бусин. Закрываем второе звено полностью. Проволока тоже 0,6 мм, не 0,5, потому что камни крупные. И очень красиво смотрится именно когда проволока потолще. И проволока соответствует тяжести камня, потому что камни крупные и к тому же тяжелые. Вот получилось два звена. Это все бусины, которые имеются в данный момент сейчас индийского агата. Поэтому смотрим, сколько нужно будет бусин на основную часть браслета, потому что у нас будут еще подвески. Между звеньями у нас еще будут красивые подвески. И хочется использовать все камни, чтобы ни одного не осталось свободного, чтобы все камни ушли в браслет. Каждый камень имеет свой собственный рисунок, имеет свой собственный оттенок. Люблю индийский агат. Переворачиваем, закрываем третье звено. Колечки в звеньях здесь располагаются параллельно. Лишнюю проволоку обкусываем. Снова набираем спейсер, располагая его выпуклой частью к камню. И второй тоже будет выпуклой частью к камню. Спейсеры изогнутые, с насечками, очень красивые, эффектные. Делаем то же самое и закрываем начало звена.
Лишний кусочек обкусываем. Подвигаем наши бусины и закрываем это звено. Периодически нужно выравнивать, подтягивать, чтобы все получилось красиво и ровно. Это уже практически все бусины мы сделали, добавили на основную часть браслета и добавляем последнюю. Вот с этой стороны. Я чередовала красноватые, зеленоватые, светлее, темнее, ну, чтобы браслет получился покрасивее. Закрываем это звено, выравниваем неровности. Поворачиваем проволоку. Добавим пока застежку. Вот такое рулевое колесо. А с обратной стороны колечко. Теперь мы сделаем подвеску. Добавим несколько колец сюда, удлинитель. Подвеска у нас будет бусина морская звезда. Для этого нужно будет сделать из нее как бы пин. Можно взять готовый пин, а можно сделать вручную, вот таким образом закрутив с этой стороны улитку. Загибаем, скручиваем. Делаем несколько витков, получается улитка, и разворачиваем ее перпендикулярно. Или в зависимости от бусины, как будет лучше смотреться. Здесь вот так вот получше будет. Загибаем. Переворачиваем с этой стороны, делаем колечко, за которое мы подвесим эту подвеску, морскую звезду. Закрываем пин, лишнее обкусываем. Добавляем подвеску на браслет. Вот такой у нас получился первый вариант застежки браслета, первый вариант его дизайна. Теперь добавляем на браслет несколько подвесок. Добавляем, поддеваем проволокой и добавляем то, что мы набирали на браслет: 2 спейсера и бусину из натурального камня. Здесь нам нужно сделать пин и закрыть его. Поворачиваем, подвигаем бусины, прижимаем. Смотрите, делаем колечко, поворот, кольцо образовалось, но мы его не закрываем, подвигаем наш браслет в то место, это будет то место, где будет располагаться наша подвеска на браслете, в центре браслета, и закручиваем и обкусываем лишнее.
Здесь можно сделать на виток побольше, чтобы было красивее. Тоже как бы улитка получилась. Первая подвеска на браслете. Хочется, чтобы все бусины участвовали в этом браслете, поэтому это будут либо подвески, либо основная часть браслета, но ни одной бусины не останется без дела. Спейсер выпуклой частью к камню с двух сторон и делаем пин. Долго смотрела на эти камни и думала, чтобы такого особенного сделать, потому что камни очень красивые. И вот такая идея пришла в голову. Хочется сделать по максимуму красиво, чтобы прям прекрасный получился браслет. Постараться. Обкусываем лишнее. Я иду от середины к краям. Находим место, где у нас будет следующая подвеска. Продеваем проволоку и нанизываем звено. Делаем пин. Смотрите, когда делаем пин, с самого начала хорошо прижимаем, и тогда будет очень красиво смотреться. Делаем улитку несколько витков и поворачиваем перпендикулярно. Подвигаем бусины, прижимаем и закрываем звено, предварительно подвинув его на браслет. Это очень легко получается, несмотря на то, что кажется, что так все тесно. Все располагается там, где должно. Делаем несколько витков здесь. И лишнее обкусываем. Подвески на браслете в итоге будут. А вот застежка и, возможно, какие-нибудь бусины еще другие добавим. Посмотрим. Делаем следующую подвеску. И так, пока не закончатся у нас камешки. Все камни на браслете. Вот так получилось. Теперь посмотрим вариант, если добавить металлическую бусину вместо посередине между камнем и застежкой. Вот здесь, в этом месте убираем. И добавляем вот так вот бусину из металлического камня, как бы. Подвеска морская звезда. Вот здесь хочется прям уже сделать подвеску вот из камня. А здесь еще один камень можно сделать. Еще вот такие камни есть, вот такие вставки. Сейчас посмотрим, какой будет лучше смотреться. Еще несколько вариантов застежки. Обычно в процессе,
Когда делаешь браслеты, именно так все и происходит. То есть обязательно что-нибудь переделывается. Снимаем эти застежки. У нас будут застежки тоглы. Теперь вся конструкция будет вообще располагаться, выглядеть иначе. Эти камни мы тоже убираем. Вот, остаются камни натуральные с подвесками. И вот здесь немножко изменим. Будет подвеска вместо основного звена. Добавим на браслет вот такие тоглы в качестве застежки. Вариантов, конечно, множество, все от фантазии зависит, зависит от настроения, зависит от того, какой камень. Вот так вот получается. Плюс одевать очень легко. Застежка тогл. Здесь вот хочется добавить бусину вот такую или вот такую. В общем, было принято решение: спиральная бусина и подвеска из камня. Добавили бусину в качестве звена и сделали подвеску. Подвеска рядом с застежкой смотрится очень хорошо, потому что там как раз появляется как бы свободное место возле тоглы. Вот такой красивый получился браслет из натурального агата. Каждый камень разный, искрится и смотрится просто шикарно. Вот так он выглядит на руке с наружной части, а вот так он выглядит на руке с тыльной части. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Кто первый напишет комментарий под этим видео, попадает в следующее видео. До новых встреч, пока!